Здравствуйте, друзья! Добро пожаловать на мой канал Дом и сад. Меня зовут Александра. В этом видео поговорим о второй очень важной подкормке огурцов для сохранения стабильного урожая. Многие зрители канала задают вопрос в комментариях, почему огурцы не растут, хотя завязей много, и как добиться урожая. Посмотрите видео до конца, подкормите этим, и огурцы будут расти как на дрожжах. Так почему же завязь огурцов не растет? Причин, увы, довольно много. У кого-то на грядке все еще достаточно холодно по ночам, у кого-то бедная почва, несвоевременное внесение подкормок или вообще отсутствие подкормок как таковых. А некоторые огородники посадили высокоурожайные гибриды огурцов, которые требуют мощных подкормок, но выращивают их по старинке, пусть растут как хотят. Иногда бывает даже так, что огурцы не растут из-за перегруженности плетей завязями. У меня, кстати, есть такая огуречная лиана, сейчас покажу. Но поскольку это видео я снимаю в середине июня, на календаре 15 число, могу сказать, что у большинства огородников огурцы не растут из-за того, что растения огурцов еще недостаточно развиты. То есть огуречные лианы растут, набирают высоту, уже есть и цветы, и завязь, но рост плодов тормозится. И вот почему. Скажите, дети могут родить детей? Конечно же нет. Растение огурца сначала должно хорошо развиться, окрепнуть, набраться сил, и лишь затем уже начинать формировать завязи и растить детей, плоды огурцов. Пока оно не окрепнет, зеленцы будут желтеть и опадать. Так огурцы защищают себя от преждевременного материнства. Значит, надо поработать над тем, чтобы укрепить их, подготовить к полноценному плодоношению. Что способствует укреплению растений? Все как у людей. Хорошая еда, хорошее питье, солнце, свежий теплый воздух. Значит, нужно приготовить следующую качественную подкормку для огурцов. Чтобы растение не задерживало рост завязи, не сбрасывало завязь, питание должно быть полноценным. Кормите огурцы с каждым поливом, давайте им качественную еду и регулярно, пока растение наберет полную силу. Это может быть и органика, 1 литр навоза, перегноя или компоста на 10 литров воды и по литру такого питательного раствора на каждое растение. Можно использовать и куриный помет. 1 литр куриного помета я обычно растворяю в 2 литрах воды, даю ему настояться 2-3 дня, а уже затем развожу до объема 10 литров, добавив еще 8 литров воды. Кроме навоза и перегноя, хорошей питательной подкормкой служит зола. Она прекрасный источник фосфора и калия. Далее, примерно к началу 3-й декады июня, в период активного плодоношения огурцов, растениям катастрофически не хватает калия. Вот как выглядят листья огурца, если в почве мало калия. Они имеют желтую кайму по краям листа. Плод огурца к низу будто отекает. Растение с вами разговаривает таким образом, просит, чтобы подкормка содержала калий. Как только вы увидели такие симптомы, к приготовленному водному раствору для подкормки огурцов обязательно добавляйте сульфат калия 20 грамм на 10 литров воды, или монофосфат калия, или обыкновенную золу, 1 стакан на 10 литров водного раствора органики. Кстати, 100 грамм золы содержит примерно такое же количество калия, как и 15-25 грамм сульфата калия. Для каждого растения нужно минимум 1 литр такой подкормки. Это так, на всякий случай, если вдруг ваши огурцы предъявят вам листья с желтой каймой и детенышей, огурцы-толстячки в нижней части плода. Вот такие. Для исправления ситуации с нехваткой калия я использую также минеральную подкормку. На 10 литров воды нужно 10 грамм аммиачной селитры, 55 грамм суперфосфата и 80 граммов сульфата калия. Такая подкормка прекрасно работает на щелочных почвах, там, где золу применять нецелесообразно. Кроме этих схем подкормок, в период интенсивного плодоношения я обязательно мульчирую почву под растениями огурцов и обрабатываю мульчифитоспорином, а сами растения сывороткой или триходермином.
Дело в том, что по мере прогрева воздуха и почвы начинают поднимать голову болезнетворные грибы и бактерии. Огуречные лианы – еще та лакомая пища для них. Это очень нежные растения, восприимчивые к грибковым и бактериальным инфекциям. Поэтому пора заселять пространство, где растут огурцы, полезными бактериями и грибами, тоже полезными, которые будут угнетать болезнетворную микрофлору и занимать их жизненное пространство. О фитоспорине, кстати, у меня есть видео на канале, ссылка сейчас появится вверху. А вот о триходермине я расскажу в ближайшие дни. Кормите огурцы регулярно, не ждите, пока растения истощат свои силы. От этого могут быть серьезные последствия. Не только снижение урожая, но и возможные заболевания растения. Ты будешь все снимать. На этом пока все. Спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться на мой канал и поставить лайк, если видео вам понравилось. Хорошего урожая!